Раз. Добрый вечер. Терменвокс – это электромузыкальный инструмент, изобретенный в 1919 году в Санкт-Петербурге русским физиком Львом Сергеевичем Терменом. И спустя 100 лет это единственный музыкальный инструмент, на котором играет движениями рук в воздухе, без прикосновений к инструменту. Исполнитель играет на терменвоксе, изменяя емкость электромагнитного поля, окружающего инструмент. Чем ближе ваша правая рука к правой антенне, тем звук выше. И тем дальше, тем звук ниже. Левая рука управляет громкостью. Чем ближе, тем тише, а тем дальше, тем громче. Есть два способа настройки терменвокса. Первый придумал сам Лев Термен. Мы настраиваем пространственный гриф терменвокса таким образом, чтобы расстояние между антенной и плечом у нас укладывался весь диапазон инструмента. То есть примерно вот. А второй способ настройки придумала дочь Термена Наталья. Таким образом мы настраиваем инструмент, чтобы между закрытым положением руки и открытым у нас располагалась ровно одна октава. Это позволяет более точно настроить инструмент. Так сложилось, что среди первых слушателей терменвокса оказался, к примеру, и Владимир Ильич Ленин, который даже попробовал поиграть на терменвоксе «Жаворонка Глинки». Ему необыкновенно понравилось, и он очень поддержал терменвокс. В общем-то, Лев Термен провел сотни лекций, концертов по территории всей Советской России, популяризируя инструмент. Не только Ленин первым услышал терменвокс, также его услышал и Альберт Эйнштейн, который в частности сказал, что свободно вышедший из пространства звук представляет собой абсолютно новое явление. Терменвокс был продемонстрирован в различных городах и селах Советской России, а затем и международной общественности. Среди слушателей терменвокса, можно сказать, была практически вся музыкальная, научная, финансовая и политическая элита мира. Появляются первые ученики Льва Термена и за рубежом, и в России. Необходимо ответить, что в принципе существовало две версии терменвокса. Классический терменвокс с двумя антеннами, а одна из первых версий была немножечко иной. Это был терменвокс с одной антенной. Мы сейчас видим на экране Юлиуса Голдберга, который играет на терменвоксе этой системы в 20-е годы. Вот в терменвоксе этой системы есть только одна правая антенна, а громкость регулируется с помощью небольшой ножной педали. То, что сегодня принято называть педалью экспрессии. Вот тогда, в 20-е годы, она уже была у этого терменвокса. Сам Лев Термен отказался от этой системы, сейчас ее принято называть терменвокс системы Ковальского по имени советского исполнителя на терменвоксе, который очень любил именно эту модель и активно ее популяризировал и сохранял ее, в общем-то, для исполнительского мастерства. Появлялись даже вот такие, как мы видим, оркестры терменвоксов. Премьера этого оркестра терменвокса состоялась в 30-е годы в Карнеги-холле. Надо сказать, что, в принципе, в рамках зарубежных гастролей Лев Термен задерживается на 8 лет практически в Америке и создает там целую терменвокс-культуру. У него появляется множество учеников. Терменвокс звучит в крупнейших академических, в общем-то, залах и даже стадионах. Он звучит регулярно в эфире радиопередач. Рекламируется терменвокс с первой в мире серийный электромузыкальный инструмент, который взялась выпускать массово американская радиокорпорация RCA Victor Company. Среди покупателей этого терменвокса был, к примеру, и Чарли Чаплин, как известно. Терменвокс, в общем-то, требует исполнителей. Этот молодой инструмент требует того, чтобы музыканты подходили к нему и разрабатывали технику, исполнительскую технику игры на терменвоксе. И, в общем-то, многие музыканты, виолончелисты, скрипачи, пианисты, они берутся это сделать. Можно сказать, что, в принципе, за всю историю терменвокса есть 3 человека, которые при жизни Льва Термена оказали наиболее важное влияние на развитие терменвокса. И, в общем-то, находились в том эстетическом поле, в котором видел терменвокс Лев Сергеевич.
Это Люси Бигелоу-Розен, Клара Рокмар и Наталья Термен. Люси Бигелоу-Розен, которую мы видим на экране, ее называли апостолом терменвокса за ее необыкновенную красоту и за то, что она пропагандировала терменвокс по всему миру. Еще в 30-е и 40-е годы она посетила ряд стран Европы с концертами. Она играла и современную музыку, иногда написанную, в общем-то, специально для нее. Клара Рокмар, ее принято считать единственным виртуозом за всю историю терменвокса. На этой фотографии она стоит около терменвокса рядом с Леопольдом Стаковским, прославленным дирижером, который очень любил терменвокс в исполнении Клары. Она активно гастролировала с ним по многим городам Америки. В общем-то, именно ее виртуозная техника игры послужила тому, что терменвокс устоялся как серьезный и виртуозный академический музыкальный инструмент. Надо сказать, что в 40-е и 50-е годы терменвокс очень активно проникает в мировой кинематограф, он проникает в поп, рок, культуру, джазовую музыку. В Советском Союзе очень активно выступает с терменвоксом Константин Ковальский. Мы видим его афишу, его выступление в Большом зале Московской консерватории в 50-е годы. Он записал десятки саундтреков к различным кинофильмам, он выступал с программами классической музыки, он использовал даже терменвокс в поп-культуре. Был такой ансамбль Вячеслава Мещерина, к примеру. Но надо сказать, что Ковальский популяризировал не совсем классическую модель, а вот ту самую одноручную модель терменвокса, от которой Лев Термен отказался. И, в общем-то, эта модель, она дорабатывалась уже совсем другими инженерами. И, в принципе, первая в мире handmade модель, она была именно такой, с одной антенной. Мы видим обложку журнала 1928 года «Самодельный терменвокс». Вот в разных городах России собирали самодельные терменвоксы и играли на них, именно с одной антенной. А терменвокс же с одной антенной очень активно использовался и используется западными музыкантами как шумовой спецэффект. Мы видим Джимми Пейджа из Led Zeppelin, наиболее известного представителя шумового направления терменвокс-культуры, который очень активно играл на вот этой handmade модели. Обыкновенно они не представляют большой музыкальной ценности, но тем не менее их очень много, вот таких моделей. Вообще 60-е и 70-е годы – это время доминирования Джимми Пейджа, фильмов ужасов, в которых терменвокс звучит с таким зловещим вибрато, когда появляются вампиры и пришельцы. И, в общем-то, это особая такая американская история терменвокса этого периода. А параллельно в России Лев Термен создает новые терменвоксы. Он работает над звучанием инструмента вместе с Натальей Термен, которая по его просьбе разрабатывала технику игры на этом инструменте, которая, в общем-то, могла бы сделать новый рывок. Да, вывести этот инструмент абсолютно на новый уровень. И интерес к терменвоксу как тональному академическому инструменту вернулся как раз в конце 80-х, благодаря гастролям Натальи и Льва Термена. Кстати говоря, во время вот этих гастролей случилась знаменательная встреча Клары Рокмар и семьи Термен. Вот здесь мы видим Льва, Наталью и Ольгу Термен во время этой встречи в 1991 году. В принципе, терменвокс в эти годы звучит на крупнейших фестивалях электроакустической музыки в мире. Наталья играет академическую программу, а Лев Термен рассказывает о терменвоксе, о моменте создания этого инструмента, о его исторической подоплеке. Лев Термен становится почетным членом Всесоюзной электроакустической ассоциации при ЮНЕСКО. И вот та фотография, которую мы видим на экране, абсолютно уникальна, потому что здесь цвет фактически электроакустической музыки мира. Здесь и Питер Зиновьев, и Оскар де Сала, и Дон Бушва, которые стоят рядом с Терменом и Натальей Термен. Именно благодаря появлению терменвокса, в общем-то, сотни и сотни людей по миру осознали, что электрификация музыкальных инструментов – это очень хорошее перспективное направление. Все электромузыкальные инструменты стали активно появляться именно благодаря терменвоксу, и многие были, в общем-то, основаны на принципе работы терменвокса. Поэтому Льва Термена очень-очень часто называют отцом электронной музыки. И вот здесь, кстати говоря, начинается один из самых любопытнейших парадоксов. Потому что сам Лев Термен никогда в жизни не занимался электронной музыкой.
Вот один из его контактов с этим замечательным направлением произошел в 1989 году, когда в Москву приехал Брайан Ино. Вот Брайан Ино, по его собственным воспоминаниям, он привез с собой синтезатор. И вот для него это было такое историческое, эпохальное событие. Он приезжает ко Льву Термену, человеку, который создал первый синтезатор, от которого, в общем-то, пошли следующие инструменты, и демонстрируют ему, как эволюционировало его детище за рубежом, как оно обросло клавишами, ручками, да, фильтрами и так далее. И вот Лев Термен подошел к этому инструменту, сделал вот так, послушал и сказал: очень хорошо. И больше не приходил. Вот обиженный Брайан Ино вспоминал, ну, наверное, ему не было так уж интересно. Он был абсолютно прав, потому что Льву Термену было абсолютно неинтересно. Его интересы, они простирались в немножечко ином ключе, немножечко в иной плоскости. Вот то, как воспринимал терминвокс Брайан Ино, это очень распространенная ошибка, распространенное заблуждение. Многие пишут, что терминвокс — это первый синтезатор в мире, и этим ценно его место в истории. Но терминвокс не является синтезатором, он является электромузыкальным инструментом. Когда вы играете на терминвоксе, вы становитесь как бы частью инструмента. Терминвокс предоставляет максимально вообще возможный, интуитивный, тонкий контакт с инструментом, со звуком для исполнителя. И Лев Термен, он в принципе исключил вот это лишнее звено, да, струну, клавишу, да, какой-либо тип физического интерфейса из общения исполнителя и звука. Многие исполнители, они даже шутят, что они играют дыханием на терминвоксе, потому что если вы подойдете к терминвоксу, к примеру, и вот, предположим, вы возьмете звук, и вы глубоко вздохнете, вам, предположим, станет грустно. То есть уже меняется звук, потому что ваша грудная клетка, она наполняется воздухом, и меняется расстояние от вас до инструмента. Некоторые говорят, что терминвокс в некотором роде это такой интерфейс для души. То есть я не думаю, что какой-либо другой музыкальный инструмент настолько чутко и мгновенно реагирует на психоэмоциональные изменения состояния исполнителя. Для меня процесс игры на терминвоксе, я имею в виду, конечно, психоэмоциональное состояние, а не сам физический процесс, очень схоже с процессом создания поэтического текста. То есть это очень тонкий контакт с человеческой душой, с какими-то тонкими эмоциональными материями, на которых, на мой взгляд, построены лучшие образцы человеческой культуры, ну, в высоком понимании этого слова. Возможно, именно это имел в виду мыслитель Рерих, когда назвал терминвокс музыкой сфер. В этой непосредственной взаимосвязи между человеком и звуком, который дарит миру терминвокс, да, непосредственно, есть нечто, с одной стороны, абсолютно необходимое современному музыкальному миру. Вот сегодня процесс создания музыки, он во многом уходит в общение с какими-то интерфейсами, компьютерными программами, MIDI-контроллерами. И существует очень острая необходимость в ином способе коммуникации с музыкой. С другой стороны, что-то очень древнее, сакральное и интуитивное. Осип Мандельштам, к примеру, писал о терминвоксе в своем эссе: «Растение – это звук, вырванный палочкой терминвокса из переполненного воркованием эфира». Вот для Мандельштама терминвокс – это нечто древнее, нечто, возможно, более естественное для нас, для Вселенной, чем окружающая нас флора и фауна. Это такие перманентные волновые процессы, которые, возможно, происходили еще до появления Земли, в общем-то, на свет, если можно так выразиться. А Лев Термен, в свою очередь, эти волновые процессы оформил в изящный музыкальный инструмент. Это отдельная, я бы сказал, такая эзотерическая сторона терминвокса, которая иногда раскрывается и в наши дни. Разница между синтезатором и терминвоксом — это, я бы сказал, примерно так, какая разница есть между Facebook мессенджером и живым общением. Терминвокс — это не только бесконтактный инструмент, который, в общем-то, оказал очень сильное технологическое развитие, влияние на развитие, к примеру, электронной музыки. Это самобытное явление искусства. И в целом мирового искусства я бы сказал, что гордость российской культуры. Потому что, вспоминая те инструменты, которые подарила Россия миру, их не так много, да, самые известные — это гусли, балалайка и, в общем-то, терминвокс, конечно же.
В мире появляется очень много модификаций синтезаторов, контроллеров, каких-то новых интерактивных систем, позволяющих общаться со звуком, но появление действительно серьезного, нового академического инструмента – это очень-очень большая редкость. На сегодняшний момент существует 3 школы терминвокса в мире. Японская школа Масами Такеучи, детский проект руководителя Нью-Йоркского общества Дорит Крайслер, Kid Pool Termin School, и школа терминвокса в России. Я бы сказал, что школа терминвокса в России – это, пожалуй, единственная аутентичная школа терминвокса в мире. У исполнителя на терминвоксе есть серьезные шансы стать Паганини терминвокса, открыть новые грани этого инструмента. В отличие от, к примеру, фортепиано, скрипки, виолончели, горизонты исполнительских возможностей терминвокса они далеко не раскрыты. Поэтому можно сказать, что терминвокс является самым перспективным музыкальным инструментом в мире. А по своему воздействию, психоэмоциональному воздействию на слушателя, терминвокс, я думаю, может оставить впереди многие существующие музыкальные инструменты. И вот сейчас в заключение прозвучит произведение, которое написано для терминвокса в 21 веке испанским композитором, терминвоксистом Виктором Эстрадой. Оно называется «Сталинграда 1942».